Всем привет, с вами доктор Демченко, и мы продолжаем серию лекций о боли в спине. На прошлой лекции мы ознакомились с вами с причинами боли, с классификацией болей в спине, с тем, какие специалисты с этим работают. И сегодня мы с вами продолжим разговор о механизмах боли и также поговорим о механических причинах болей в спине и о том, что с этим делать. Остановились на воротном контроле боли. Следующий механизм контроля боли – это уменьшение раздражения местных рецепторов в зоне повреждения. Поскольку эти рецепторы раздражаются при помощи специальных веществ, которые выделяются во время воспаления, травмы, один из простых способов – это усилить кровоток в этой зоне и вымыть вещества, которые виновны в стимуляции рецепторов. Таким образом обычно действует массаж, ударно-волновая терапия, перкуссионная массажная терапия. Все, что усиливает кровоток и улучшает отток лимфы и крови от этой области. Таким образом мы понижаем количество веществ, которые стимулируют нервные окончания, и, соответственно, можем понизить уровень боли. Следующий механизм – это блокировка боли по пути следования этой боли к голове. Одним из таких способов является стимуляция нерва. Дело в том, что передача импульса, она очень похожа на то, как электричество идет по проводу. Если мы даем дополнительное электричество на этот проводник, то мы можем как бы заглушить эту передачу боли. Обычно это используют, когда нету другой возможности справиться с хронической болью, а обезболивающие принимать человек так долго не может. Есть два варианта такого обезболивания. Один вариант, когда датчики прямо-таки имплантируются в человека. Другой вариант, когда мы имеем накожные электроды и носим коробочку стимулятора просто на поясе. Обычно эти подходы используются только как паллиативное лечение для пациентов, у которых болевой синдром никак по-другому не купируется. И теперь немного поговорим про то, почему может возникать нормальная ноцицептивная боль в теле, из-за каких механических и не только механических причин. То есть мы отделили центральные проблемы с недохваткой синтеза обезболивающих собственных и снижением болевого порога. Также мы отделили психологические проблемы, связанные с установками. И смотрим, что может болеть в спине именно обычной, нормальной ноцицептивной болью, когда возбуждаются болевые рецепторы. Это либо воспаление, то есть какое-то химическое раздражение, либо это травма тканей, когда что-то действительно подорвалось, и там тоже возникают процессы воспаления и истинного повреждения тканей. И тогда это будут боли, которые идут и в покое, и боли, которые идут при движении. Но самое главное, что это будут боли покоя, которые очень часто будут мучить людей ночью, вечером или лежа. Так себя обычно ведет именно воспалительная боль. Она обычно пульсирующего характера. Очень часто в этой же области есть отечность или боль. Второй причиной может быть нарушение подвижности между частями опорно-двигательного аппарата. То есть это могут быть проблемы спазма или слабости мышц, или же блокировки движения в суставах. Тогда характер боли будет совершенно другой. Обычно, если у нас есть нарушение подвижности в суставе или спазм мышцы, то для того, чтобы почувствовать боль, мы должны совершить движение, которое задействует данную часть. Причем, чем сильнее мы будем совершать это действие, тем более прогрессивно будет ощущаться боль. Если же мы перестаем двигаться, обычно и боль тоже исчезает. Так называемая механическая боль. Если мы постараемся разделить по типам боли, к какому специалисту идти, то центральными проблемами будут заниматься психотерапевты, психологи, психиатры и неврологи. Если мы говорим про боль, связанную с механическим компонентом, то это будут мануальные терапевты, остеопаты, врачи лечебной физкультуры.
Если мы говорим о острой воспалительной боли, когда что-то прям вот порвалось или что-то воспалилось в остром периоде, то это будут ортопеды-травматологи, спортивные врачи и неврологи. Потому что здесь более всего нужны назначение противовоспалительных препаратов, возможно, какие-то блокады, инъекции или даже оперативное вмешательство. Также очень важно для правильной диагностики и лечения знать, что боль не всегда проявляется в том месте, где есть ее источник. Хорошим примером могут быть проекционные зоны боли на опорно-двигательный аппарат из внутренних органов. Здесь можно увидеть классические проекционные зоны боли от внутренних органов. Они могут происходить как на переднюю поверхность тела, так и на заднюю. Таким образом, мы можем увидеть, что боль в желудке может очень часто имитировать боль в грудном отделе, а боль в почках или мочеточнике проецироваться в поясницу. Каким же образом можно понять, участвуют ли внутренние органы в той боли, которую вы испытываете? Обычно для того, чтобы отличить боли от внутренних органов от болей, которые идут от опорно-двигательного аппарата, мы анализируем поведение симптомов. Если пациент жалуется на то, что боль в грудном отделе у него возникает из-за длительной сидячки или дает длительную физическую нагрузку, то шанс того, что это боль от опорно-двигательного аппарата, довольно высок. Но если пациент говорит, что ему все равно, сколько он просидел, все равно, сколько он потаскал, а боль ведет себя как-то странно, то мы начинаем выяснять, а не связана ли она с приемом пищи. То есть он может, например, жаловаться, что боль возникает через 20 минут после приема пищи, или может говорить, что наоборот, если не поест с утра, то боль может усиливаться в спине. Еще одним хорошим отличием является реакция боли на механическую нагрузку. То есть, если у пациента болят позвонки или мышцы, и мы даем дополнительную нагрузку, то есть, например, он поднимает больше веса, или, например, долго сидит согнутым, или, например, мы даем упражнения на прогибы в грудном отделе позвоночника, то есть немножко разрабатываем, но самое главное, мы даем механические стимулы на опорно-двигательный аппарат. Если характеристики боли в этот момент меняются, то, скорее всего, эта боль идет из костей и мышц. Если же пациент выполняет любые из предложенных упражнений и боль никак не меняется, то мы тоже можем говорить о том, что боль, скорее всего, идет от каких-то других источников и, возможно, от внутренних органов. Таким же образом мы можем тестировать, к примеру, почки. Также очень неплохим отличительным знаком будет прямое воздействие на орган. Например, можно легко простучать область почки, и это может резко усилить боль в пояснице. Или, к примеру, пропальпировать область желудка, и при надавливании на желудок усилится боль в спине. Тогда мы точно можем сказать, что лечить нужно желудок или почки. Также мы можем видеть обратную картину. Помните, я говорил, что человек похож на кольчатого червя, и у нас вся иннервация, все кровоснабжение идет по сегментам. И что находится в одном сегменте, как бы в таком срезе, как кусок колбасы. Вот все, что в этом куске находится, все иннервируется и все кровоснабжается примерно из одних источников. И вот все, что в этом сегменте находится, все может влиять друг на друга. И таким образом мы можем получить боль в сегменте от органа, а можем получить обратную картину. При проблемах в позвоночнике мы можем получить изменение работы органа. И вот на этой картинке мы очень хорошо можем проследить, каким образом может меняться эта самая работа. Дело в том, что органы регулируются вегетативной нервной системой. И вот здесь изображены уровни иннервации этой вегетативной нервной системы. И мы можем видеть два вида воздействий. Это тормозящий и ускоряющий. Это симпатическая и парасимпатическая нервная система. Чаще всего, когда мы имеем проблемы с позвоночником, у нас возникают проблемы с стимуляцией симпатической нервной системы. И здесь мы можем посмотреть, какие отделы позвоночника могут влиять на внутренние органы. К примеру, мы можем увидеть, что на уровне шейно-грудного перехода возникает усиление работы сердца. Как клинический пример. Ко мне пришел мужчина, который в молодости занимался боксом, сейчас ему уже за 50, и он решил возобновить занятия боксом.
После того, как он начал заниматься, буквально через несколько занятий боксом у него начали происходить ночные приступы тахикардии с паническим компонентом, такие панические атаки. Он просыпался весь в поту, с сильным сердцебиением, с чувством страха, что было для этого человека абсолютно не характерно. Он пошел к кардиологу, одел холтер, мониторирование суточное. Ему провели суточное мониторирование и ничего не нашли. Кардиолог сказал, что у него психосоматические проблемы, что ему нужно идти к психотерапевту или к психиатру. Он пошел к психотерапевту. Психотерапевт сказал, что у него признаки депрессии, и все это из-за депрессии происходит, и выписал ему антидепрессанты. И на фоне употребления антидепрессантов у этого мужчины начались проблемы с потенцией, с настроением, ничего, в общем-то, хорошего не происходило, а приступы как были, так и остались. Собственно, ко мне он пришел с болью в шее, потому что блок в области шейно-грудного перехода усилил работу на уровне 5-го шейного позвонка, и в это место перегрузило, стало болеть. И когда он ко мне пришел, мы поработали с ним с шеей, и я увидел очень мощный блок на уровне шейно-грудного перехода, вправил этот блок, после чего у него полностью ушли эти приступы. Как другой пример, ко мне пришел пациент, тоже с зажатостью в области холки, он триатлет, и он сказал, также отметил, что у него есть такая проблема, что в последнее время у него постоянно повышенный пульс. Он ходит с специальными часами, которые постоянно пульс меряют. И после манипуляции на шейно-грудном переходе, то есть высвобождении кровоснабжения и иннервации этой зоны, прямо на сеансе пульс опустился до нормальных показателей и удерживался уже в нормальных рамках. То есть это пример обратной работы воздействия позвоночника на внутренние органы. Поэтому, например, когда мы проходили мануальную терапию и в школе остеопатии, нам всегда говорили о том, что если у пациента есть жалобы на внутренние органы, всегда нужно проверять уровень иннервации позвоночника этого органа. Теперь вернемся и рассмотрим именно механические проблемы в опорно-двигательном аппарате. Эти механические проблемы можно разделить на две большие категории. Либо что-то плохо двигается, либо что-то слишком хорошо двигается. И под эту категорию подпадают практически все проблемы опорно-двигательного аппарата, связанные с механикой. Причем есть люди, которые склонны к нестабильности, то есть к моменту, когда что-то болтается и плохо держится. Обычно это генетическая склонность, и она выражается в неправильном соотношении между коллагеном и эластином. Коллаген — это волокна соединительной ткани плотные и крепкие, а эластин — это волокна, которые как раз-таки эластичные и хорошо растягивающиеся. Обычно это молодые девушки, у которых очень хорошо гнутся все суставы. Есть такой небольшой тест на гипермобильность соединительной ткани. Обычно он отмечается в плюсиках, и вы его можете посмотреть на себе. Это симптом квадратного окна, когда мы делаем вот такое движение и можем легко большой палец положить на предплечье. Это говорит о повышенной эластичности. Это рекурвация локтевого сустава, то есть когда мы пытаемся максимально выпрямить сустав, это вот максимально, сколько я могу выпрямить, вот, вы увидите людей, которые могут с отрицательным углом его как бы в ту сторону выпрямить. Это рекурвация коленного сустава, то есть когда человек стоит и максимально выпрямляет ноги, вы увидите ноги как у кузнечика, выгибающиеся в другую сторону. Это возможность наклоняться вперед без какой-либо предварительной растяжки и складываться полностью книжечкой. Если есть такие признаки, то чаще всего у человека слишком много эластина. И, кстати, у таких людей часто бывают проблемы, также связанные с плоскостопием и нарушением зрения. Потому что в этих структурах, где тоже очень активно участвует связочный аппарат, также происходит нарушение. Второй группой являются люди, у которых слишком много коллагена. Они как бы такие немножко железные дровосеки. Это люди, которые никогда не могут наклониться до пола, которые не могут не то что вот так сделать, как я, а палец буквально остается где-то здесь, а локоть разгибается только до такого состояния. Причем интересно, что эти люди выбирают именно тот вид физической активности, который приводит их к большим проблемам. То есть, когда мы видим группу йоги, мы фактически всегда видим девушек, у которых слишком мобильные суставы. Они идут еще больше и их растягивают.
они идут на стретчинг, на гимнастику. Почему? Потому что это у них получается. То есть фактически они уже готовы к выполнению всех этих элементов, требующих хорошую растяжку. Но в чем проблема? Используя много растяжки, они делают себя еще более нестабильными. И отсюда мы видим огромное количество проблем болей в спине у людей, которые и так хорошо тянутся и продолжают тянуться. И с другой стороны мы видим людей гипомобильных в спортзале. Почему? Потому что этим людям очень хорошо даются силовые упражнения, у них хорошо растут мышцы, и они, соответственно, все идут в спортзал, но при этом очень не любят растягиваться, потому что это дается им плохо, больно и идет плохой прогресс. И фактически, если бы эти люди обменялись своими физическими активностями, то проблем с опорно-двигательным аппаратом у них было бы намного меньше. Итак, если проблемы связаны с тем, что что-то плохо контролируется или плохо двигается, то обычно это лечится путем физических тренировок, да, специфических упражнений. Если мы говорим по специалистам, то это обычно преподаватели, к примеру, йога-терапии, лечебного пилатеса, лечебной физкультуры, кинезотерапевты, то есть специалисты, работающие через движение в первую очередь, потому что самое главное при этой патологии — это укрепить мышцы, чтобы они хорошо контролировали движение в суставах. Людям с тугоподвижностью, у тех, у кого основная проблема в скованности и в том, что что-то двигается плохо, требуется терапия, связанная с остеопатией, мануальной терапией, массажем и стретчингом. То есть то, что может размять, улучшить подвижность, растянуть. И что мы очень часто видим, когда пациент с тугоподвижностью приходит к мануальному терапевту с болью в спине. Мануальный терапевт делает трастовую технику, то есть один раз хрустит в спине, все встает на место, человек чувствует отличное облегчение и говорит своей соседке, что мне один раз хрустнули в спине, и у меня все прошло, и у меня очень все здорово. А у соседки гипермобильность. Она приходит к мануальному терапевту, и мануальный терапевт, поскольку чаще всего мануальные терапевты занимаются именно улучшением подвижности сочленений, делает ей точно такую же манипуляцию, но что происходит? Ее боль возникала из-за того, что слишком много было подвижности. Мануальный терапевт добавляет подвижности в этом месте, и от той же абсолютно манипуляции, от которой первому пациенту было очень хорошо, мы видим очень выраженный негативный эффект у его соседки. Потому что мы усугубляем нестабильность в данном регионе. Вот для того, чтобы понять, проблема у вас связана с нестабильностью или с тугоподвижностью, требуется провести определенные ортопедические тесты. Обычно это тесты, связанные с измерением амплитуды движения в суставах и замерой длиной мышц. То есть, если сустав двигается больше, чем ему полагается по нормативам, то мы можем говорить о том, что, возможно, ситуация связана с нестабильностью. Также обычно такие пациенты очень хорошо реагируют на даже пробные стабилизирующие упражнения. Что такое стабилизирующие упражнения? Это упражнения, которые поддерживают хорошую статическую и хорошую эксцентрическую функцию мышц. То есть это медленные упражнения на статику и на эксцентрику. Мы немножко попозже поговорим о разных типах работы мышц и разных типах упражнений, но это в первую очередь это медленные упражнения, в основном направленные на удержание и поддержание различных позиций и плавного перехода из одной позиции в другую. Даже при небольшом, скажем пробном подходе стабилизирующих упражнений обычно симптоматика значительно уменьшается у таких людей. И наоборот, у пациентов с тугоподвижностью обычно на такие упражнения может даже возникнуть негативный эффект, либо не возникнуть позитивный эффект. И пробное упражнение также может разделить пациентов с нестабильностями от пациентов с тугоподвижностью. Итак, что могут сделать мануальные терапевты или массажисты или остеопаты своими действиями? Первое – это улучшить кровоток в области. Это будет воздействие на боль с точки зрения воротного контроля боли, с точки зрения вымывания веществ, которые стимулируют нервные окончания. Улучшить восстановительные процессы. Например, если у нас есть хроническая проблема в мягких тканях, то мы можем при помощи рук или инструментов, которые используют специалисты, нанести микротравму, которая будет
усиливать восстановительные процессы в тканях. Мы об этом обязательно поговорим в следующей лекции. Второй эффект от мануальной терапии – это работа с тонусом и длиной тканей, то есть мы можем расслаблять мышцы и удлинять их. Это работа с соединительной тканью, то есть с капсулой сустава, со связками. Также мы можем удлинять сократившиеся капсулы сустава, удлинять связки. И также можем работать с подвижностью сустава, то есть механически улучшать амплитуду движения сустава. Также возможна работа с нервной тканью на улучшение подвижности нерва, но это также в следующей лекции. На сегодня это все, а в следующем выпуске вас ждет разговор о техниках и подходах в мануальной терапии в разных школах, о биомеханике нарушений в позвоночнике, о остеохондрозе и грыжах, а также проблемах седалищного нерва и основных подходах к терапии и о основных подходах к упражнениям лечебным. Встретимся с вами в следующий раз. Обязательно оставляйте ваши вопросы, комментарии. Пока карантин, я имею возможность отвечать на все ваши вопросы в комментариях. Задавайте их, это очень стимулирует меня к изготовлению нового контента. Всем пока, увидимся в следующий раз.